Всем доброго вечера, друзья мои. Вот этот заговор, который хочу вам подарить, я называла про себя волшебным. Волшебный заговор на деньги. Я написала этот заговор, точнее выложила этот заговор первый раз. Это было в Одноклассниках в моей группе. Нет, сначала меня пригласили в такую группу, я там находилась, создала темы. Я ушла оттуда, когда я увидела, что всякая шушера поперла туда. Меня просили не уходить. Мне было интересно, мы только осваивали интернет. Это лет, наверное, 13 назад, может, даже больше. Сейчас точно не помню. Мы осваивали только интернет, нам было интересно. Были одноклассники популярны. Сейчас они нафталином пахнут, уже все. Там ничего интересного нет. Но тогда были группы. И вот там была группа «Седьмое чувство», кажется. Да, меня пригласил админ этой группы, попросила открыть темы. Я отвечала на вопросы. Мне это нравилось. Вот примерно как бы вот здесь провожу прямые эфиры. Там не было прямых эфиров, но там люди задавали какие-то вопросы. Не то, что там буду я с Васей и так далее, нет. Но были темы медиумов. И мне писали имя, значит, дату рождения человека. И потом я вызывала и отвечала на вопросы, писала, точнее, полностью, что этот человек сказал и что они узнали. Не хотели что-то спросить у ушедшего мужа, например, там, кто виновен в его смерти, предположим, вот такие вопросы. А потом, когда вот начали принимать туда всякая шушера, я ушла, потому что мне стало неприятно находиться вот в этой компании. Но моя ошибка была в том, что я очень много, огромное количество работ, несколько сотен и больше, выкладывала в то время и в моей группе, и в других группах, учила людей, что нужно делать, начитывать и прочее. И кто знает меня с одноклассников, они помнят эти группы до сих пор. Так вот, и вот этот заговор я выложила тогда. Потом в нескольких местах увидела, в нескольких источниках видоизмененный свой заговор, но потом как-то оно исчезло даже с этих источников. Странно. Обычно они этим пользуются, но, видимо, не знаю, может, испугались, что я сейчас начну что-то там снимать, говорить, удалили на нескольких таких солидных сайтах магии. Называю волшебным, потому что, прочитав 3 раза, вот у меня и у всех, кому я дарила этот заговор, обычно за короткое время, иногда в тот же день, через 2 дня, может быть, от силы недели 2, самое большее, приходят суммы денег, именно денег. Но бывает, что иногда большие скидки делают, иногда подарки делают оттуда, откуда вы не ожидали. Идут к вам навстречу, могут сделать перерасчет там каких-то счетов, предположим, и вы заплатите меньше намного. Тоже экономия ваших денег, согласитесь? И хоть мои работы, они созданы больше для других людей, мне они должны помочь, 60-70%, да, они для других созданы. Им помогают во всем, и мне помогают. Но помогают, скажем так, не в полную силу, как помогают мне более древние заговоры, которые у меня есть. Я читаю для себя, если мне что-то нужно. Защиты мои мне помогают. Я имею в виду денежные. Денежные, они, как бы вам объяснить, мне дают их, чтобы я подарила людям. Это не для меня. Но остальные помогают, естественно, и на оздоровление. Это все работает, и у меня в том числе. А вот денежные может сработать, но не со 100% силой, как у других работает. У тех людей, которым я это дарю.
Ну вот так вот. Этот заговор можете читать, создав алтарь. Можете читать, когда вы приносите кофе фортуне. У меня традиция много лет. Если я готовлю кофе, то есть вот восточные, да, которые я люблю, именно армянского типа. Что интересно, мне всегда говорят, вот почему у вас вот у армянок получается, вот мы соблюдаем, все делаем. Я говорю, это, наверное, просто уже подсознательно осталось. Наши бабушки, прабабушки, прапрабабушки, они варили это кофе, понимаете? У нас подсознательно вот уже набита рука. Хочешь, не хочешь, оно получается со сливками, как положено. А людям объясняешь, говоришь, ну вот все равно не то. Есть вещи, которые даны только одному народу, наверное. Так вот, я когда себе готовлю кофе, я всегда наливаю сначала фортуне, отношу ей, ставлю перед ней, благодарю ее своими словами. Иногда могу заговор прочитать какой-нибудь, если есть желание, настроение у меня. Но благодарю всегда за все, что она для меня сделала, потому что она одна из моих главных покровительниц. Понимаете, есть сферы разные в жизни, и вот именно в сфере финансовом, достатка, денег, она моя главная покровительница. Невзирая на то, что и к другим богам богатства я как бы создавала работы и дарила людям, и они помогают людям. Но главная покровительница моя она, и культ ее возродила я по новой. Так вот, она уникальное божество, в отличие от других богов. Потому что, например, Афродита, она не дает человеку богатство, деньги, славу. Она богиня любви. Следовательно, у нее просят любовь. И получают. Далее, Ника, богиня победы. У нее просят победу, покровительство и получают. Геката, богиня магии. У нее просят знания магии, покровительство магии. Те люди, которые занимаются магией. Другим людям небезопасно к ней обращаться. То есть каждое божество управляет определенной энергией, сферой жизни человека. А фортуна, она судьба. И она счастливая судьба. Ее функции больше входят в счастливый случай, чем просто судьбоносный случай. Просто некоторым кажется, что судьба может и плохое дать. Может. Но в этом случае фортуна вообще сама по себе, ее культ нацелен на удачную судьбу. Это не рок, это удача в судьбе. Судьба тоже делится, вот как, например, в славянской мифологии, да, доля и недоля. Две сестры. Вот и та судьба, и эта судьба. Но не доля – это отрицательная судьба, да, это мучительная судьба. А доля – это хорошая судьба, это счастливая судьба. Вот о чем речь. Так она счастливая судьба в основном своем функциях. Если она отвернется, это несчастье, конечно. Но она не делает зло человеку. Она может отвернуться от человека. Есть определенные такие условия, из-за которых она может отвернуться. Если человек, отданное ему богатство, деньги, имущество, будет тратить на зло. Фортуна может помочь определенное время, помочь, но потом отвернется из-за его злого сердца. Фортуна может отвернуться из-за неуважения к ней. Если человек получает эти дары, вот начитал, получил, а потом сказал, не знаю, может, совпало это. Вот я даже не знаю, вот как бы... Или выкинули ее статую, просто взяли, вышвырнули или разбили, как иногда в доме бывает. Была женщина, которой я объяснила, сказала, что делать. Они с мужем занимались ремонтами. И все у них было хорошо. То есть пошло хорошо. У них все было так себе, еле сводили концы с концами. Когда я ей объяснила, сказала, она взяла статуэтку, не у меня, конечно, на сайте, где-то там нашла, купила. Все начала проводить, читать, даже муж начал читать. И у них дела пошли очень хорошо. Они купили квартиру, потом купили земельный участок, потом детей дали там какой-то
в школу с английским уклоном, там нужно оплатить недешевое удовольствие. Начали одеваться, машину купили и так далее. Вот это произошло буквально за 2,5 года. Потом она мне пишет, что вот помните, мы у вас были с мужем. Я говорю, ну, вот он пьяный пришел, ну, не буду сейчас повторять эти грязные слова. Вот она мне это вообще не нужна, это вся бесовщина. И разбил ее. Я говорю, ну, поздравляю. И вот вы знаете, потом вот ему плохо стало, на следующий день у него там заказы сорвались, вот мы уже недели 2, мы новую купили фортуну, ничего не меняется. Я говорю, и не поменяется, пока он не раскается, не извинится и больше такое скотство себе не позволит. Так что вот в этом случае она может отвернуться, увидев неблагодарность человека, может отвернуться. Для чего нужно, знаете, людям кажется, что если ты, например, тебе дарят или ты себе приобретаешь, покупаешь драгоценности, атрибуты богатства, красивые вещи и прочее, что обязательно это все надо на себя напялить и ходить. Хочу вам объяснить. Во-первых, это наследство вашим детям. Во-вторых, это капитал, вложение. И это никогда не упадет в цене. Золото, бриллианты, уникальные кольца, вещи. Если вы еще и человек известный, ваши кольца и прочее продаются намного дороже. Вы сами понимаете, что есть история, да, еще существует история украшения. Но есть еще один важный элемент. Не обязательно их носить, если вам они нравятся, вы покупаете, они у вас дома есть. Во-первых, ваши дети могут носить, да, ваши дочери повзрослеют. Там у вас не будет проблемы, что надеть на себя, если вы идете в какое-нибудь важное мероприятие. Конечно, можно и без них прожить, но игнорировать их не нужно. Презирать атрибуты богатства не нужно. Как ты относишься к деньгам и к понятию богатства, так и это понятие богатства относится к тебе. Так вот, дорогие друзья, все эти атрибуты, почему я людям говорю, приобретайте. Сначала недорогие там бриллиантовые кольца, потом подороже начнут приходить. Люди, которые делают заговоры, ритуалы, они заметили такую закономерность. Когда они покупают там какую-нибудь шкатулку, кладут туда эти драгоценности, и через некоторое время они замечают, что у них уже места нет в этих шкатулках, понимаете? Настолько все добавляется, еще больше приходит в жизнь. Это нормально. Мироздание не любит пустое пространство. Она всегда там, то есть наполняет эти пространства. И что у тебя есть изначально, что ты положила деньги или золото или что, то и будет преувеличиваться, приумножаться. И еще один момент. Атрибуты богатства, во-первых, притягивают деньги в твой дом, таких же, как они сами. И, во-вторых, они держат в равновесии, держат в норме, если так можно выразиться, твой достаток. Они удерживают твой достаток в твоем доме, у тебя, в твоей жизни. Понимаете? Они как стражники твоего достатка. Вот почему говорю, лучше идти взять в долг, чем продать украшение, чем отнести в ломбард. Что-нибудь относишь, открываешь эти врата нищеты, все. И все уйдет туда, с молотка. Не сможешь выкупить оттуда ничего. Дальше отнесешь, дальше. Это будет просто такой водоворот, понимаете? Это такая воронка, которая засосет и все унесет, все, что у тебя есть. Не для того, говорю, что там человек, предположим, продает машину, добавил, купил другую, да, решил там поновее. Не в этом суть. А если вы продали что-то, чтобы что-то отдать, чтобы, не знаю, поехать отдохнуть. Да вообще не продавайте свои вещи. Возьмите лучше кредит в банке и погасите. Желательно, конечно, не брать, это тоже долг, но лучше так, чем продать. Продадите что-то, дальше за ним все пойдет. Много таких случаев. Я вот только это кольцо заложу в ломбард, все, и больше, и все. И все будет хорошо, и я выкуплюсь. Потом
Еще хуже стали проблемы с финансами. Пришлось второе кольцо, пришлось третье. Все золото отнесли, понимаете? Они удерживают ваше благополучие, они удерживают ваш достаток у вас дома. Вот почему нужны атрибуты богатства. Вот для чего нужно, чтобы в вашем доме эти атрибуты накапливались, появлялись и оставались. Пока они есть, достаток удерживается. Они будут уходить, все уйдет. Ну, придется заново начинать тогда. А теперь заговор. Итак, можете начитать, когда относите фортуне кофе, ставите. Или благовоние зажигаете. Вы заметили, все начали фортуне кофе делать во всех сайтах. Ну, ладно уж. Понимаю, я научила все-таки, но все же иногда стоит упомянуть автора и человека, который научил и показал, как это все делается. Не хотят, первоисточник хотят забыть. К сожалению, всегда так. Можете читать просто. Вот просто сидите там дома, взяли и начитали. Можете, глядя на ваше имущество, читать. Это тоже на приумножение, как, например, к ведьме Анне, да, на приумножение, как дед Сидор. Это все приумножает, притягивает новые богатства и дает внезапные деньги из ниоткуда или дары. Чем чаще будете читать этот волшебный заговор, тем быстрее выровняется ваше финансовое состояние. И хочу сказать людям, что когда вы приобретаете эти атрибуты для ритуалов, там, фортуна, шкатулки, туда кладете красивые там камни, украшения, чертенята, предположим. Есть еще и статуи нету, но я знаю, что есть как панно, что ли, габондия, камни, которые несут энергию Земли. Одним словом, вот эти все атрибуты, защитные талисманы, да, славянские, которые мы с вами проводили, все эти знаки, все эти заговоры, которые мы с вами читали, я вам сказала, учила, как что делать, это все точно так же в вашем доме удерживает, защищает ваш дом и удерживает достаток. И если вы оглянетесь и подумаете над этим, как прошли эти годы, сколько было трудностей у других людей, и как легко вы перенесли и пережили эти годы, вы поймете, насколько они обладают огромной силой и как они удерживают эту энергию в вашем доме, в вашей семье. Итак, как начитывать, я вам объяснила. А теперь заговор. Призыв мой направляю к богине удачи. Услышь меня, великая фортуна. Богатство, слава и признание прольются на меня, и я познаю вдоволь сладость бытия. Судьба мне приготовила дары, сказала мне: иди бери, стань частью божественного света. И от заката до рассвета хозяйкой будь богатств несметных. Открой врата судьбы, богиня, земных сокровищниц своих. Благослови меня отныне, венцом венчая на богатство и принимая в свое царство. О лучезарная фортуна, мне отвори двери небес и подари сотни чудес. Да будет так, и так будет. Удача вечно со мной пребудет. Истинно. Призыв мой направляю к богине удачи. Услышь меня, великая фортуна. Богатство, слава и признание прольются на меня, и я познаю вдоволь сладость бытия. Судьба мне приготовила дары, сказала мне: иди бери, стань частью божественного света, и от заката до рассвета хозяйкой будь богатств несметных. Открой врата судьбы, богиня, земных сокровищниц своих. Благослови меня отныне,
венцом венчая на богатство и принимая в свое царство. О лучезарная фортуна, мне отвори двери небес и подари сотни чудес. Да будет так, и так будет. Удача вечно со мной пребудет. Истинно. Призыв мой направляю к богине удачи. Услышь меня, великая фортуна. Богатство, слава и признание прольются на меня, и я познаю вдоволь сладость бытия. Судьба мне приготовила дары. Сказала мне: иди бери, стань частью божественного света. И от заката до рассвета хозяйкой будь богатств несметных. Открой врата судьбы, богиня, земных сокровищниц своих. Благослови меня отныне, венцом венчая на богатство и принимая в свое царство. О лучезарная фортуна, мне отвори двери небес и подари сотни чудес. Да будет так, и так будет. Удача вечно со мной пребудет. Истинно. Вот, начитайте и увидите сами, сколько сотни чудес и даров вам будут приходить отовсюду. Только надо делать это часто. Вот возьмите в привычку себе, возьмите, напечатайте, наберите у себя в телефоне и выведите куда-нибудь на главное. И в день по 3 раза хотя бы читайте. На протяжении, скажем, 2 недель. И увидите, какие будут у вас перемены на работе, и в делах, и в деньгах. И если вы заказы принимаете, насколько их много будет сыпаться на вас. Вы это все сами ощутите и прочувствуете. Желаю вам удачи и достатка. И запомните, если вы не будете жить в достатке, вы не сможете помочь никому. Для начала вы сами должны жить в достатке, чтобы кому-то помочь. Как говорила моя учительница, если ты голоден, ты не отломишь кусочек хлеба и никому не дашь. А вот если ты уже сытый, ты можешь из своего хлеба немного отдать, поделиться. И я думаю, что она была очень мудрая женщина. Жаль, что мы их мудрость узнаем и понимаем, и осознаем намного позже, когда сами уже становимся мудрее. Желаю вам удачи, всех благ.